Привет! Сегодня я буду варить денежное мыло с нуля. Сегодня 14 у нас ноября. Вчера было новолуние. И я ставила свои монетки, продезинфицированные, конечно же, вымоченные в спирте, в соли, для снятия плохой энергетики. И они у меня настаивались всю ночь. Специальное заклинание говорила. И они у меня настаивались всю ночь на балконе под светом луны. У нас было немножко облачно, но я знаю, что в нашей стороне луна как раз светила. В общем, короче, монетки мои зарядились лунной энергией. Мое мыло у меня будет сегодня с 7% пережира и 33% воды. И я отмеряю 330 грамм воды, которая настаивалась у меня при луне всю ночь. Так, вода у меня готова. Сейчас я до добавления щелочи добавлю молочную кислоту 80% и лимонную кислоту растворю. 10 грамм молочной добавила и добавляю обычную лимонную кислоту. Тоже 10 грамм. 1%. Я добавила лимонку и молочную кислоту. И сейчас это все нужно растворить, а потом потихонечку буду всыпать щелочь. Сейчас я ее отмеряю. Щелочь у нас 142 грамма. Она готова. Сейчас я буду отмерять твердые масла. Первым я беру свиной жир. Мне очень понравилось мыло со свиным жиром. Здесь его всего лишь 25%, но он придает мылу мягкость, нежность. Мне очень он понравился. Сейчас я буду отмерять кокосовое масло. Полный рецепт будет под видео. Отмеряю пальмовое масло. Сейчас я буду отмерять жидкие масла. Это оливковое и подсолнечное масло. Сейчас я буду взвешивать касторовое масло. Оно мне нужно будет для растворения мики коричневой и диоксида титана. Его у меня в рецепте 5%. Приступаем к смешиванию воды и щелочи. Для этого я высыпаю щелочь аккуратненько в воду и перемешиваю. В воде у меня были уже растворены лимонная кислота и молочная кислота. Я сегодня буду делать мыло горячим способом, не охлаждая щелочь и масла до одинаковой температуры. Мыло получается очень хорошее, я уже пробовала так. Раствор стал горячим. Сейчас я измерю температуру. Посмотрю, что тут. Какая у нас температура? 82. Ну и сейчас смешиваю. Даже 84, да, нагрелся еще. Беру обязательно ситечко. Вливаю потихонечку в масла. Через сито. Теперь я буду перемешивать наши масла и щелочь лопаткой до полного растворения твердых масел. Они плавятся, но не так быстро, как хотелось бы. Но все равно сейчас будет все в порядке. Смотрите, уже почти все растопилось. Мне этот способ больше понравился, потому что не надо ждать остывания щелочи и масел и выравнивать температуру. Мыло получается одинаково красивое, гладкое и с такими же точно свойствами, как и при остывании, при доведении до одинаковой температуры. Сейчас я померяю температуру. 43 градуса. Масла уже почти все растворились твердые. И сейчас я немного вжикну блендером и хочу разделить на две части эту массу и подкрасить их в разные цвета. Отмеряю темно-коричневый оксид железа. Коричневый оксид железа и диоксид титана белый я хочу диспергировать в касторовом масле. А сейчас я довожу мыльную массу до следа, немного вжикну блендером. Так, я хочу отлить примерно половину этой массы. У нас тут почти килограмм 500. Я сделаю слои, коричневый и белый. Выкладываю в мыльную массу
наш оксид железа, который я диспергировала в касторовом масле. В оставшейся части касторового масла я буду диспергировать диоксид титана. Смешиваю диоксид титана и одну из наших частей мыльной массы. Такая беленькая масса получилась. Одна у нас коричневенькая масса. Вот она, я тоже ее сейчас буду блендером. Вторая белая. И надо это все ароматизировать. Так как мыло у нас денежное, я беру эфирные масла пачули, мяты, нероли, базилика. Эти масла отвечают за денежные свойства мыла. Я уже добавила смесь эфирных масел в нашу массу, в белую и в коричневую. И сейчас нужно немного пробить ее блендером. Начинаю со светлой массы. Сначала ее перемешиваю блендером аккуратненько, чтобы не нагнать пузыри. А потом коричневую. Так, мешаем теперь коричневый слой. Начинаю заливку мыла. Ставлю форму под наклоном и начинаю с белого слоя. Сейчас я буду заливать каждый слой. Покажу начало, а потом выключу камеру. Смотрите, что у меня получилось. Я сейчас убираю подставку аккуратненько. Оп. Масса немного начинает застывать. Сейчас я хочу украсить нашу верхушку. Я делаю вот такие вот красивые свирлы. Мне нравится, когда такая верхушечка, она очень симпатично смотрится. Я еще хочу сверху посыпать ее золотым перламутром. Мыло уже готово. Сейчас я его накрою пищевой пленкой и поставлю в духовку, разогретую до 60 градусов на 24 часа. Наше мыло через 24 часа. Прошли сутки. Такой красивый батч получился через сутки. Мыло красивой формы, очень такое вкусно пахнет. Приступаем к нарезке.